Всем здорово, народ! Я решил навести суеты, немножечко пошалить, поэтому играю на Frost ДК сегодня с двуручным оружием через собственный билд, который вы никогда не видели, и лучше вам такое не видеть сразу. В общем, это не для слабонервных. И смотрите, в чем моя самая вкусная вообще любовь к Frost ДК. Вот сейчас я подошел, заморозил вражеского разбойника, вражеского ДК. Во-первых, я все-таки прервал им их burst rotation, такой заезд по моему лекарю, и забайтил их на прожатие обоих тринкетов, если вы можете заметить. Потом вернулся к своему шаману и вместе с ним уже просто под немоту ДЦшника завалил. На самом-то деле, еще очень хорошо паладин в моменте подошел, выдал стан. Опять как раз-таки такой, знаешь, добивающий. Просто как молотком по крышке гроба забил. Этот стан был хорошенький. И, соответственно, вот таким вот образом мы победили данную аренку. Это для затравочки первая катка. Летим дальше. Итак, вторая котеечка, поехали. Это для всех неверующих, что у Фроста с двуручкой есть дэмэдж. На самом-то деле, ну какие главные минусы Фроста? Да, вы не можете на дистанции выдавать урон, потому что у вас нету сильных кайлов, соответственно, вы с них не можете на дистанции стрелять. И вы, в общем, критично зависимы от того, чтобы быть вплотную к противнику. И если вас подпускают, вы дамажите, дэмэдж есть. Если вас близко не подпускают, постоянно контролят, рутают, тогда, понятное дело, да, с дэмэджем будут проблемки. Но просто нужно это учитывать как факт и от этого отыгрывать. В любом случае, я никого не призываю говорить за Фроста с двуручкой, я просто решил создать себе такой билд и по фану с ним побегать, потому что, ну, я не знаю, у меня вот такое настроение. Я не утверждаю, что это самый сильный ДКшник. Понятное дело, там, если сравнивать со стандартным даже анхоликом, то анхолик в разы выгоднее и, в принципе, для арены больше подходит. Но мне очень нравится концепт того, что у меня есть мой супер классный массовый контроль, ненасытная стужа, который может на 10 секунд заморозить всех противников, которые будут в радиусе вокруг меня. Вот так вот. И когда обычно, кстати, качают себе Frost ДК, даже там бил с одноручками, неважно, всегда не прокачивают себе талант ветки анхолика нечестивая порча, который не дает диспелить наши дотки. В моем билде я себе дошел до данного поинта и прокачал себе ненасытную порчу, чтобы, соответственно, все мои дотки были не диспелимые. Из-за этого озноб постоянно висит на противниках. И из-за того, что я играю во Фросте, у меня магия льда максимально прокачана, и дэмэджа с магии льда гораздо больше, чем в том же анхолике. И этот озноб, который вечно висит на противнике, на самом-то деле занимает там топ-2 позицию по дэмэджу в принципе, там, или топ-3, допустим. И если уж у меня получается доходить в упор до противника, тогда и ледяные удары подключаются, которые, ну, прям, ну, солидные куски могут, ну, с противника выбивать. Реально, это не то, что, знаешь, ты подошел, так тюкнул 3 раза нажал, там треть хп снял, не, ни хрена себе. Вот про что я говорю. Массовая, просто тотальная заморозка. В это время добил пэта, выиграл время, а все противники стоят, откисают вообще, все трое. Понятное дело, в это время можно было бы гораздо эффективнее. Посмотри, как мы вместе с шаманом забурились во вражеского афлилока, и сейчас под зеленочку нас не законтролят. Пробьем или не пробьем, хватит ли дэмэджа или нет. Но у меня просто вот нету немоты, гриппа, все поближе приста, чтобы опять же позиционку ему сбить. И во время того, как он летел, не мог кастовать. Ну давай, добей его. Ну, не хватает просто энергии, не хватает силы рун на ледяной удар. Если бы сейчас была сила рун на ледяной удар, уже убил бы. Надо еще принимать во внимание то, что это мои первые катки, одни из первых. Я себе сейчас заново интерфейс начал настраивать, все по-новому происходит. В общем, ну, непривычно максимально играть. Максимально непривычно. Я не в своей комфортной, так сказать, стадии, не в комфортной позиции. И, в общем, из-за этого, конечно же, не могу весь супер хай скилл гейминг выдавать. Пока что посредственные прям катки в моем исполнении. Это понятное дело, это надо признавать. И даже так все равно нормально получается по итогу. Более-менее здесь, смотри, на каких полях живем. Просто каточка на тоненького максимально откатывается. Ненасытная стужа. Сейчас надо в ответочку. Заливаться. Давай, все, ненасытная стужа по всем пошла. Кто-то нанес... А, нет, ДЦшник тринканул, нормально. Окей, по крайней мере, тринкета его не будет. Я выдаю немоту, удушение в ДЦшника. Мой шаман начинает бёрситься именно в него. Он хочет играть именно по ДЦшнику. Я не знаю. Вот шаман решил просто весь свой... Ни хрена себе позиция. Видел? Киберспорт. Киберспорт позишн, запоминайте. Оттуда нельзя грипнуть, он как бы за углом находился все это время. И вот нас немножко, начали кайтить, выводить в центр. Это на самом деле плохо. Надо стоять возле колонны и возле колонны именно отыгрывать. Пока я не могу добежать до афлилока, я решил побить ДСшника, опять же, напугать его, кикнул ему каст, убиваю, все, ледяной удар, бим-бим-бам-бам, победили. В общем, сумбурные катки, первые катки, непривычный интерфейс, новый сервачок. Это, кстати, да, еще на вармейне все происходит. Вот, смотри, 4700 уничтожения, 3700 ледяной удар. Вопросики? Если это работает на вармейне, значит на Сирусе это будет просто вообще на ура залетать, потому что на вармейне такого огромного количества статов нету. И чем больше у вас статов, тем больше у вас будет дэмэдж. Ну, вы просто силу себе качаете за счет камней, за счет черных бриллиантов, и вот топ-1 дэмэдж получилось по итогу данной солоки занять. Передамажил вообще всех.
Короче говоря, поскольку вы на Сирусе себе можете до хрена статов раскачать просто камнями, усилениями черных бриллиантов, да, категориями, у вас будет силы неимоверно много, а значит и дэмэджа с автоатак, с ледяного удара, с уничтожения будет в разы больше, и это 100% будет работать, не может не работать. Смотри, тотальная заморозка по всем троим, 2 вражеских дамагера ставят ФК, стан от паладина залетает туда, сразу после этого я закидываю немоту, упарываемся мы, в общем, во вражеском ДЦ приста, продлеваю немоту волшебным потоком, и все бурсты, короче, я в него выдал, все вообще, все нажал, все, что было, пытаюсь дальше его туннелить с моим варом. Снимаю Фир перерождением, хватит ли дэмэджа? Нормально, найс. Еще Блейдшторм у Вара был, поэтому все, 100% бы хватило. Ну вот, видишь, заморозил просто в начале всех оппонентов, все равно это время нам выигрывает, когда мы накидываем ненасытную стужу, еще на всех озноб вешается противников. Соответственно, ну вот они просто не были готовы к тому, что против них вышел Фрост ДК, и мы с Варом затуннелили потом ДСшника. Ну то есть хватает дэмэджа, он реально присутствует. Это не то, что, знаешь, ты играешь и прям заведомо слабее, чем все остальные. Нет, Фрост ДК вполне себе играбельный. Даже с двуручкой он играбелен. Еще одна котеечка, играем против Демон Варлока, по-моему. Да, это Демон Варлок, тоже достаточно интересная тема. На Вармене очень любят Демон Варлоков. Вот я уже 3-ю катку, наверное, против него играю в принципе. Ну, а на Сирусе ты часто Демон Варлока встречаешь? Да вообще ни хрена. Закидываю в него койл один раз, чтобы, соответственно, заразить его вот этой порчей на недиспелимой дотке. И смотри, все, закинул в рестора вражеского ненасытную стужу. Он ее решил не тринковать, и он просто 10 секунд стоял в АФК. Мне, конечно, сделали больно, поэтому решил подотойти. Это да, надо было немножечко позицию себе получше занять. И сейчас продолжаем играть по Варлоку. Соответственно, возможно, я против демонов не играю, но там нужно, по идее, подождать, пока у него эта метаморфоза закончится. Не стоит в него, наверное, упарываться. Здесь вроде бы, смотри, заморозка разума залетела, а все равно вот как-то рассинхрон с сервером, видео произошел или что, по итогу циклон все равно в меня залетел. Хотя вроде бы мой спел все равно был нажат. Ну, чуть-чуть не успел, ничего, нормально. Продолжаем туннелить вражеского Варлока, гриппы поближе друида, чтобы в него Вар нажал какую-то кнопочку, выбили тринкет нормально. И теперь в идеале просто заберстить Варлока, если у нас получится. Подходим, уничтожение, меня циклонит, сука, летаю в АФК просто, вот это вот максимально неприятно, конечно. Выпускаю это с циклона, нормально, под Варом забили. Но вот видишь, не слишком много контроля в меня тратили, то есть вражеский рестор постоянно пытался меня зачем-то циклонить, с другой стороны в это время мой Вар просто на фришке накидывал. И, ну, на самом-то деле для нашей тимы выгодно, что контролили именно меня, все равно по итогу дэмэдж нормально получилось выдать, при том, что контролили постоянно. И последняя котеечка на сегодня, это прям самое начало, просто какие-то небольшие проблемы с УБСкой были. Пытаемся играть по Варлоку. Я понимаю, что вот сейчас будет момент, смотри, я к ним подхожу, залетает Фир моего рестора, я в это время не нажимал ненасытную стужу, специально подождал, пока друид тринканет, он тринканул, и я накидываю ненасытную стужу, замораживаю на 10 секунд. Он 10 секунд сейчас стоит в АФК, и после этого я еще в него накидываю, соответственно, удушение. Все, удушение пошло, теперь еще немота. А мы в это время все бурстуемся по вражескому Варлоку, пошел Блейдшторм от моего союзника. Я, кстати, на самом деле слишком поспешил с волшебным потоком. Слишком рано подошел и слишком рано нажал вот этот самый волшебный поток во вражеского рестор друида. Надо было немножечко попозже это все сделать. Я бы выиграл гораздо больше времени тем самым. И, возможно, у нас получилось бы пробить Варлока. Здесь мой мисплей, здесь моя недоигровка. Поспешил. Призываю Вурдалака, съедаю пэта, не хочу, чтобы меня убили. Понимаю, что теряет позиционку вражеский ретрик. Мы его можем сейчас спокойно завалить, потому что бабла не было. Найс, отлично получилось. Ну, в общем, как дополнительная опция контроля, вот этот вот спел, это просто имба. Я не знаю, мне он настолько сильный и невероятно нравится, что вот хочется побегать за Фроста. А почему я играю с Фростом, ну, почему я играю на Фросте с двуручкой, а не с одноручками? Да, просто по фану. Потому что решил именно потестить такой билдачок, мне кажется, он интересный. По крайней мере, необычно 100%. ПВПшный гайд на Фрост ДК, в котором я разобрал как и адекватный билд через одноручки, так и авторский через двуручку, вы можете найти у меня на бусте. При этом присутствуют гайды по настройкам интерфейса, по настройкам аддонов для ПВП. Да и в принципе на бусте вы найдете много дополнительного контента, который я никогда не буду выкладывать на YouTube. Народ подписывается, народ доволен, а сейчас я еще и на стримах планирую свои подписки на бусте разыгрывать, поэтому на стримы также залетайте. Всем пока!